Пятый канал представляет. Извините, пожалуйста, бога ради, извините. Помогите деньгами на автобус бедному инвалиду. Петя, а ты чё это вдруг ослеп-то? Я ж тебе только вчера порч сняла. Слушай, не мешай работать, а? Я тебя умоляю, иди себе с богом. Да ты хоть место дислокации поменяй. Тебя здесь вон, каждая собака знает. А это уже не твоего ума дело. Мы в свободной стране живем, так что... Не, ну вы видели? Не, ну ведьма же, как есть ведьма. Пропал день. Да что это такое? Девушка, вы к кому? А я здесь работаю. Да, предъявите ваше удостоверение. Удостоверение? Ой, а я его, кажется, дома забыла. Никак не привыкну с собой документы Ну, носить. тогда звоните своему начальству, пускай вам пропуск временно выпишут. Лейтенант, я ключики взял. Лень, О, пропустите под мою ответственность. Вы тут начальник. Помогите, ради бога, у меня муж пропал. Женщина, я эксперт. Вот подождите, сейчас оперативники подъедут. Ну вы же здесь всех знаете, скажите, кому надо. Дежурный говорит, что заявление все равно не примут. почему не примут? Потому что 3 дня не прошло, но он бы позвонил, он всегда звонит. Женщина, я эксперт, я делаю экспертизу. Тогда вот вещи. Может быть, собаками его искать? Да вы что, уберите от меня это. Подержите. Вот фотографии, он такой красивый. Леночка. Ой, ну слава богу. Да и умитесь вы. А вы скажите, кому идти? Не надо никуда ходить. Ваш муж утонул. Нет, этого не может быть. Нет, нет. И что, нам все озера вокруг города обшаривать? Признайся, Лен, тебе просто хочется выехать с нами на природу. Не хочешь, не поеду. Жена сказала, что он ездил только на Синее озеро. Синее озеро? Я, кстати, знаю, где это Синее озеро. И его не зря синим называют. Там народ, знаете, как бухает? По-страшному бухает. Тонут на постое. Антон, почему у тебя собачка без намордника? Скажи фу. Это кто собачка? Это я собачка? Вы что, так стоять будете? Она, между прочим, сейчас всей полиции в лицо плюнула в моем лице. Скажите что-нибудь. Заткнись, Вань. Лен, ну утонули. Ну нам-то что? Ему помогли утонуть. Да что вы говорите? А кто помог? Дядька Черномор? Тихо. Что значит помогли? Не знаю. Я чувствовала, что он тонул. Не по своей воле умирал. Зло умирал. Боялся смерти. Спасибо. Очень помогли в следствии. Тихо. Ладно, мне что, больше всех надо, что ли? И так голова болит, как топором рубанули. Антон Максимович, я предлагаю ей бойкот объявить. Что? Она, по-моему, краев уже не видит. Сегодня меня собакой обозвала. Завтра вас вот енотом обзовет. Почему енотом? Как? Это... Я к Сашке. Надо дела отдать. А я что, действительно на енота похож? Да, слушаю. Утопленник? Выезжаем. Вот поэтому я никогда бухой в воду и не лезу. Ладно.
Посмотрим, что экспертиза скажет. А что тут смотреть? И так все понятно. Здесь рыбу ловить даже не разрешают. Остается одна забава – литербол. Ваня, неси на шатырь. Ему? Себе. Быстро. Сейчас, давай. Я сейчас аккуратненько подниму простыночку, и вы скажете, узнаете ли нет. Хорошо? Это не мой Коля. А где же мой муж? Где мой Коленька? Коля! Где мой Коля? Да, слушаю. Нашли? Нашли, только не его. Жена не опознала, так что в этот раз, Леночка, не срослось. Ищите второго. Чего? Я поняла, утонувших было двое. Лен, что означает «ты поняла»? Ты понимаешь, что это несерьезно? И Товарищ майор, тут еще один в камышах затихарился. привлекаешь нечисть? Это просто средство от головной боли. Почему ты не сказала, что утопленников было двое? Да я в первый раз только куртку взяла. Ну, одного из этих. А потом, черт меня дернул эти фотографии смотреть. В общем, увидела, как один тонет, потом второй. Может, он пытался его спасти, утонул следом? Нет, там что-то другое. Их убили. Топили руками? Не знаю. Там был кто-то третий. Антон Максимович, из морга звонили. Обследование завершили. Ждут. Сейчас иду. Чем так у нас здесь воняет? Вот, кстати, в 1931 году в Лонг-Айленде был случай, когда утопленницы вкололи веронал, чтобы сымитировать несчастный случай. Какой веронал на озере в Рязанске? Я выдвигаю версию. Веронал – это тот же самый барбитал. Относится к… Так, иди, имитируй работу. Что же у меня так волосы секутся-то, а? Надо цинка попить. Привет, Лень. Ну, как дела идут? Ольга Валерьевна, вашими молитвами, слава богу, вот я как раз работаю по взлому на Красноармейской. Даст бог, к вечеру будут результаты. Слушай, Кашин, какой же ты ценный у нас сотрудник, а? Ой, спасибо вам. Слушай, скажи, а что ты думаешь про эксперт-экстрасенса этого? Про Лену, ну что про нее можно сказать? Человек она, так сказать, неожиданный. Так. Вот, методы у нее своеобразные. Леня, Ну, все это как-то неоднозначно. Понимаете, тут надо собрать фактаж, опыт работы, в эту всю базу данных. ну, я поняла, в общем, Лень. Все с тобой ясно. У меня к тебе дело. Она в отдел кадров диплом принесла, а я думаю, что он не настоящий. А в каком аспекте не настоящий? Да подделка, Лень, соображай, подделка. Так вот посмотри и дай заключение. Держи. В легких вода, в крови алкоголь. Классический случай из учебника по криминалистике. Набухались и утонули, да? Именно. Шалун. Алкоголя много в крови? Не меньше, чем воды в легких. Вы знаете, я в таких случаях говорю, если эту кровь поджечь, она будет гореть. Следы? Нет, никаких следов насилия нет. Все забываю вас спросить, а Сталь это прозвище? Нет, это имя. Дело в том, что я родился в марте 53-го, в день похорон. Ну, вы сами знаете кого. Вот меня Сталью и назвали. А что? Мне нравится. Сталь Сергеевич Перунов. Ха-ха. Звучит героически. Выход там? Там. Да, спасибо. Эх, зайки мои, рыбки мои. Кстати, вам нужна качественная наживка на рыбалку. Точно нет. Перевелся рыбак. И что делать? Антон Максимович, может, в боулинг? Какой боулинг? Что ты мелешь, Бычков? Спокойно. Так вы же сами спросили.
Я насчет утопленников. А, с этими все ясно. Они набухались, утонули, все, дело закрыто. Лена говорит, их убили. Ну, а нам что делать? По твоей версии, в боулинг играть. Ну, Антон Максимович, ну я сразу не понял. Ну, раз Воробьяшкина сказала, то, конечно, какой боулинг? Никакого боулинга. Ой. Мороженку будешь? Ай! А что у тебя мой диплом делает? Это принесли, попросили посмотреть. Куликова? Ну да. Вот, ты не поверишь, но диплом поддельный. Я знаю. Ну это же статья. Тот, кто для тебя это сделал, явно решил тебя подставить. Это я сделала. А зачем? Ну, настоящий я потеряла. И чтобы не возиться с бумажками, сделала дубликат сама. Ты извини, но я обязан об этом сказать. Нет, ну правда, я обязан пойти и сказать. Вот. Да, пожалуйста, пожалуйста, это серьезное преступление. Ты ничего не подумай. Я против тебя ничего не имею. Ты мне даже нравишься, несмотря на твои вот эти все... И ты нормальный человек. Ну, я обязан сказать. Ну, а тот, ну, настоящий диплом, он же был? Ну да, что? Мне важно. Мне важно. Да вот, кажись, пришли. Товарищ! Стоять! дядя! Стреляй на поражение! Мы поговорить пришли? Нет, сейчас тут разговаривать. Тут закрытая территория. Положи оружие. Мы из полиции. Ага, сейчас. Ты чё? Мужик, не доводи до греха. Я же ведь выстрелил. Вы арестованы за вооруженное сопротивление полиции, незаконный вылов и торговлю рыбой. Мужики, вы что? Какое сопротивление? Какая рыба? О, сети. Бычков. О, Живые улики. так вот почему ты такой злой был, да? Это самое, для себя ловил. Ты в отделении это рассказывать будешь. Хотя, конечно, мы можем не писать рапорт о вооруженном сопротивлении, если вы нам расскажете о знакомых, которые частенько отдыхают вон там за мысом. Сам, мужики, какие знакомые? Лодку брали, это самое, и все. Рыбу ловили. Так какую рыбу? Напьются, как свиньи, и хорош. Буянили? Буянили. Я лишний раз в ту сторону не хожу. Лодку дам, где деньги наперед, это самое. И сутки их не трогаю. Натворили что опять? А что, было уже? Да было. Девку с турбазы привели, ночью сидят, выпивают. Слышу, это самое, орет, как режут ее. Ну? Ну, это, изнасиловать хотели, или изнасиловали. В каком смысле? В смысле, забрали их, это самое. А через неделю опять они приехали. Товарищ полицейский, ну дайте подлечиться, а. Ладно, дядь, давай лечись, только впредь с оружием не. Прав был классик. Кто до смерти работает, до полусмерти пьет. Пошли. Нептун! Нептун, ты же царь! Ну-ка возьми русалок за... по-хозяйски. Почему умеем? Дал время подумать. Между прочим, поговорить с директором Турбазы была моя следующая версия. Я так и понял. А можно я буду задавать вопрос сейчас? Можно. Скажите, пожалуйста, день добрый. Добрый день. Мы из полиции. Я майор Амосов, это лейтенант Бычков. По какому вопросу? Мы по поводу изнасилования. Здравствуйте. Здравствуйте. Идите отсюда. Идите. Понимаете, какая история? Там много непонятного. Кто-то вызвал полицию. Они приехали, разобрались и все. Все. А вообще мы за дисциплиной и за порядком следим. У нас, знаете ли, очень приличная база. Почему у вас день Нептуна осенью? Так, у нас тут уникальная природа. Тут, знаете ли, термальные источники, и купаться можно круглый год. Поподробнее про изнасилование. Уйдите отсюда! Да.
Да, было, что двое молодых людей увели девушку за территорию на пляж. Но заявление в милицию она не подавала. Почему? Не знаю. Но этих двух парней мы больше сюда не пустили. А как зовут девушку, вы помните? Конечно, помню, фамилия знаменитая. Ольга Долина. А, да. Певица есть такая, Долина. Да ты что? Да. Не может быть, Вань. Антон Максимович, я правду говорю. Певица Лариса Долина. Дурак же ты, а. Антон Максимович, я правду говорю? Нептун! Нептун, ты чего под водой разговариваешь? Ты хоть сценарий читал? Ну что, Лень, липа? По итогам полиграфической экспертизы диплом Воробьяшкиной Елены Валентиновны, выданный ростовским, Леня, что ты тянешь? Говори уже. есть основания полагать, что диплом настоящий. Что? Был проведен тщательный осмотр печати, бумаги, чернил и вообще... И вообще ты на работе. Так, подожди. Есть основания полагать или настоящий? Полагать. Леня. Настоящий. Я думаю, что это неправда. А вы что думаете, что я специально не Да рассмотрел? нет, Лень. Ты не увидел. Понимаешь? Это просто хорошо сделанная подделка. Ну хорошо, я еще раз посмотрю. Нет, не надо. Не мучайся. Я завтра в областном Дегтяренко покажу. Может, он увидит. Это конец, я уничтожен. Я разбит, я уничтожен. Лень, не истери, а? Что не истери? Что не истери? Завтра она отдаст диплом Дегтяренко, а там такое, там такая печать, что любой ребенок фломастером лучше нарисует. И что? Все, мне конец. Это же просто, я не знаю, да меня не в охраннике потом не возьмут. Да никто тебя не уволит. Пойду и во всем признаюсь. Успокойся. Она берет тебя на этот, как его, на понт. Откуда ж тебе это известно? Я же ясновидящий. Ха-ха-ха. Вот тебе смешно, да? Тебе смешно. Я завтра сама пойду к этому Дегтяренко и все улажу. Как? Ты думаешь? Вечер добрый. Майор Амосов, лейтенант Бычков. Мы хотели бы пообщаться с Ольгой Долиной. По поводу? Ну, дело у нас. А кто вы будете? Отец ее. Мы войдем? Не войдете. Ужин у нас тут семейный, тесто не терпит. Дело в том, что разговор не на самую хорошую тему, и было бы лучше, если Было бы хорошо, если бы вы свалили. Ты что дерзишь-то? Мы по поводу случая с изнасилованием. И я понимаю, что это не самая приятная тема. Неприятно? Да ну. Две падлы поиздевались над моей девочкой. Это, по-твоему, неприятно? Я нет, хотел сказать. Пусть Бога благодарят, что концы так легко отдали. Откуда вы знаете, что они мертвы? Новости смотрю. Скажите, а где вы были в день, когда тех двоих, когда они умерли? В деревне мы были с дочкой, у матери моей. А подтвердить это кто-то может? Конечно. Мать моя, 6 кур. Корова подтвердить может. Соседи, наверное. А мы проверим. А я не сомневаюсь. Вам же проще на казенной тачке кататься, чем реальных козлов ловить. Послушайте, я понимаю, что было, то было. Но нам необходимо поговорить с Ольгой Долиной. Так, нет ее в учебе. Если у нее будет время, пускай зайдет в РОВД. Ну, конечно. Дерзкий этот Долин. Такой двоих завалит, даже глазом не моргнет. Сомневаюсь. Не его профиль. Да какой профиль, Антон Максимович? На среднем пальце правой руки татуировка, ключик в солнышке. Он скакарь. Кто? Домушник. Книжки надо было читать. Антон Максимович, какие книжки, я вас умоляю? Тулигенов, ВВ, криминальная субкультура, ее криминологическое значение. А с другой стороны, мотив у него серьезный. Отомстить за дочь? Да. Начнем копать, там видно будет. Обоих погибших пробей. Может, на них кое-какие делишки есть. В общем, максимум информации. Подождите, а вы куда? А я спать иду. В смысле? Во время сна
наш мозг переключается для обработки накопленных синаптических изменений. А по-русски можно? А по-русски утро вечера мудренее. И не выпендривайся с мигалкой. И не выпендривайся. Чак Норрис. Вставай, родной. Это тебе. Давай. Максимыч, вы мне кофе принесли, спасибо большое. Твой фреш освежает лучше, чем кофе. Бычков. Так, что у нас по утопленникам? Значит, это клиенты Воскресенского РОВД. Бомбили палатки, отжимали деньги, участвовали в стрелках. Ну, короче, шпана. Понятно. Я думаю, это свои замочили. Ну, за долги, например. Чего ты взял? Антон Максимович, там к вам пришли? Кто пришел? Представилась как Ольга Долина. Давай ее в комнату для допросов. Есть. Ольга Долина. Как певица. Возьмите. Спасибо. Мы весь день у бабушки Федоровки провели. Она у нас просто очень старенькая, стараемся раз в 2 недели бывать. Оля, и последний вопрос, но неприятный. По поводу изнасилования я все рассказала полиции в ту ночь. Но почему вы не написали заявление? Скажите, вам было когда-нибудь по-настоящему страшно? Мне было. Я хотела, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Я хотела убежать домой и больше никогда об этом не вспоминать. Эти полицейские все спрашивали и спрашивали. И спрашивали, и спрашивали. Оленька, мы вас ни о чем расспрашивать не будем. Я на секундочку. Выпейте воды, успокойтесь. Я спрашивал, это она их убила. Ты за этим меня позвал? Вы реально думаете, она могла их завалить? Ваня, тихо. Ты Федоровку звонил? Да звонил я. Местные подтвердили, свидетели есть. Приехали в субботу, уехали в воскресенье. Все время были на виду. Алиби. Товарищ майор, для вас. Спасибо. Ниточка оборвалась. Оборвалась. Ну что у вас там? Информация по Долину. Долин, фигура на районе заметная, подозревался в квартирных кражах. Сидел только раз. За причинение средней тяжести вреда. Недавно вышел после 6-месячной отсидки. Участковый за ним присматривал. Да, и присмотрел. Держи. Вот эти двое к нему захаживали. Один сел, а Рыков еще нет. Вы думаете, Долин мог его на дело отправить? Мы обязаны отработать все версии. Угу. Позавтракать мы не обязаны? Нет. Жаль. Где ты был в субботу вечером? А ну, колись быстро! Чё-то я не пойму тебя, начальник, чего ты от меня хочешь. Говорю же, весь день дома пролежал. В пятницу так нажался, что встать не мог. Рыков, если ты думаешь, что это алиби, то это грильяж на палочке, а не алиби. Ты чуть новое придумай. Это ваша работа придумывать. Мне ничего придумывать не надо. Я дома был. Гражданин Рыков, а вечером 6 октября прошлого года вы где были? Где? Вы были в ресторане «Форум» вместе с гражданином Долиным. Ну и чё? Где произошла драка, в результате которой Долин получил полгода за нанесение средней тяжести вреда, а именно перелом челюсти. Ну и чё? А то, что челюсть сломана слева, били справа, а Долин – левша. Как так? Ну и чё? Долин взял вашу вину на себя, получил полгода, а вам, как рецидивисту, полагалось 5. Это еще доказать надо. Это мы сейчас докажем. Я позвоню по одному номеру, и мы быстренько вернем вам вашу 5. Но, если вы мне расскажете, как убили тех двоих, обещаю вам поблажку. Ты меня не покупай, начальник. Не убивал я никого. Не моя эта мокруха. Бог миловал. Что значит Бог миловал? То и значит. Вычислили мы ублюдков этих. Один из них на Полярной жил. Думали, в пятницу к нему заедем. Он бы у нас за все рассчитался. Так. А не успели мы. Опередил нас кто-то.
Повезло уродам, легкой смертью ушли. Так что не моя эта мокруха. Не нависай, начальник. Юрий Иосифович, Да? Вы кто? я Елена, я звонила вам. А, вы от Полоскова? Да? По поводу диплома, что ли? А у вас что, своих экспертов нет, что ли? Как это нет? Есть. Леонид Кашин. Как? Леонид Кашин. Да, конечно, это великий специалист. Ну и что? Вам диплом приносили же на экспертизу? Нет, не приносили, но если принесут, я его даже смотреть не буду. Я позвоню Полоскову и скажу ему свое авторитетное мнение по поводу этого вашего, так сказать, эксперта. Гнать таких пинками. Тоже мне специалист. Язвенник? Да, откуда вы узнали? А если будете людей так поносить, через год будет пропадная, через 3 импотенция и инвалидность. Это я вам как эксперт говорю. Я ей толстолоба принес. А она меня взяла и выгнала за это, с дома. Я же не принес какого-то окуня, карася какого-то, плотву какую-то. А Читаешь в пивбаре молекулярную биологию? Теоретическая механика. Ну что? Что сказал Дегтяренко? Ничего, не присылала она. Я же тебе говорила, что понт. Не присылала. Значит, еще пришлет. Боже мой, ты знаешь, я чуть не посидел. Ты знаешь, какой у меня пульс? Ну, хоть есть и то, слава богу. Пошли. Подожди, а что говорил Дегтяренко обо мне? Сказал, что уважает тебя как личность и как работника. Хотел даже Полоскову звонить, хвалить тебя. Как личность и как работника. Да? А что еще? Так, следы от машины хорошо наезженные. Масло капло, трава плохо растет. А петли на воротах? Смазаны? Что это означает? Это означает, что машина ездила. Не просто ездила, а ездила регулярно. Долины каждые выходные ездили на машине, за исключением одного раза. Когда эти двое утонули? Верно, в тот день они воспользовались. Электричкой? Но зачем толкаться в электричке, если есть автомобиль? Потому что машина сломалась. Плохая идея. Почему? Скучная. Антон Максимович, но почему они не воспользовались машиной именно в эти выходные? А вот это мы сейчас и выясним. Поэтому машину нужно что? Угнать. Верно. Посмотреть. А что, если убийца, он никак не связан с жертвами, а? Ну, шел мимо рыбак какой-то. Они ему слово, он в ответ. Они его обматерили, он обиделся. Ну и... Здрасте. И? Ну и убил их как-то. Поздравляю, Ватсон. Вы только что раскрыли дело. В протоколе так напишем, их как, кто был рыбак или кто-то еще. Чтобы уже наверняка. Слушайте, ну я просто версии накидываю. Вы у нас Шерлок Холмс здесь. А вы у нас, значит, доктор Ватсон? Значит, слушайте, Ватсон. На днище автомобиля обнаружен стрелолист. Растет вблизи водоемов и болот. А это означает... Что машина была вблизи водоемов и болот. Потрясающая работа интеллекта. Так, Вань, это к нам. Оленька, день добрый. Вы не переживайте, мы буквально к вам по одному вопросу. Да я и не переживаю. Это же машина ваша? Нет, это папина. Но если нужно, он всегда дает поводить. А не боится? Баб-то за рулем, она, знаете, как обезьяна. Хуже мужиков водят, в общем. Вы обыкновенно ездили на этой машине в Федоровку, так? А в прошлую субботу не поехали. Ну, просто машину сестра взяла, вот мы на электричке поехали. Сестра? Ну да, старшая. Она просто в Москве живет, работает там. Ну, раз в полгода приезжает, была по делам, взяла машину, а мы к бабушке на электричке поехали. А в чем проблема? Да нет, ни в чем. Это сбор информации. Работа такая. Да, нам протоколы начальству сдавать надо. Воздух какой у вас хороший, свежий. Во! Марина Долина. Живет в Москве. Так, бла-бла-бла. Фотки. О, в купальнике. Так, 2 дня назад
приезжала в Рязанск. Ну, видишь, хоть какая-то польза от соцсетей. Давай, Вань. Это вы еще фильмы не качаете? Я мозги качаю. Что у нас получается? Приехала из Москвы в Рязанск и по непонятным причинам каталась на папиной машине. Угу. А не поехать ли нам в Ацию на турбазу? Думаете, что… Я ничего не думаю. Кое-что проверю. Ну ты совесть имеешь, дятел! Фонтан будет работать или нет? Ну, работаем. Да, она у нас была. А что она у вас делала? Тоже что и все, отдыхала. Приезжала на машине? Да. А приезжала одна? Одна. А долго она у вас была? Не знаю, у нас народу много, за всеми не уследишь. Народу много, а как девчонку насилуют, так все кино смотрели, да? Синдром Латтона и Дарли. Известная штука. А что это такое за синдром? Была такая история, в Нью-Йорке один маньяк напал на девушку. Я прошу прощения, рад был помочь. Да. Я побегу. До свидания. Спасибо. Маньяк убивал девушку под окном многоэтажки в течение получаса, и никто не вызвал полицию. А почему? Потому что каждый думал, что кто-то уже вызвал, а в итоге не вызвал никто. Вот такой вот парадокс. Бычков, поехали. Нужно эту сестру вызвать на разговор. Бах-бах. И полотделение в больнице. Трудно бегать по траве, когда пуля в голове, да? А вот почему до сих пор вы не разобрались с этими двумя утопленниками? Товарищ Амосов. Альберт Иванович, новые обстоятельства. Какие обстоятельства? Я звонил судмедикам. Там что, плевое дело. Напились, набухались и утонули. Все. Эксперты рекомендовали. Ну что рекомендовали? На каких основаниях? Какие эксперты? Речь про Воробьяшкину. Я так понимаю? Разрешите? Так, я не понял, лейтенант. Товарищ полковник, Ольга Валерьевна просила доставить срочно. Хорошо, давайте. Благодарю. Так, Куликова, в чем там дело? Ну, это как раз по поводу нашего так называемого эксперта. Так, ну и что вы говорите? У меня есть подозрение, что никакого высшего образования у этого эксперта нет. И что диплом она подделала. Что, есть доказательства? Да, я отправила запрос в Ростовский гуманитарный институт. И вот как раз сегодня пришел ответ. Где написано, что Воробьяшкина Елена Валентиновна, которая проходила… Ну, что там написано? Давайте я прочитаю. Давайте сюда. Ну, Воробьяшкина. Училась. Закончила. Все нормально. Так, все свободны. Куликова, по оперативному отделу пройдемся. Слушаюсь, товарищ полковник. Все-таки на природу вывез. Романтично. Да, это место, где выловили труп. И что? Лен, бред какой-то у нас выходит. Марина Долина, рост 1,60 м, вес, я не знаю, килограмм от силы 50. И эти два мужика по 100 кило. Как она с ними? Не знаю. Слушай, расскажи еще раз. Ты издеваешься? Лен, Я не шучу. я понимаю, но очень надо. Двое мужчин плывут, быстро плывут, как на соревнованиях. Их что-то манит. Или кто-то. Русалка, что ли? Русалка. Сама не знаю. Погоди. Точно. Как все просто. Русалка. Вы смелая. Но это видно по вашему поступку. Я не понимаю, о чем вы? Вы убили насильников вашей сестры. Подождите, что? Да, актриса, вы хуже, чем пловчиха.
Видел ваше фото в спортивном купальнике в соцсетях. Да, я была чемпионкой области. Только при чем здесь купальник? И при чем здесь вообще все это, если я никого не убивала? А вот это самое интересное в этом деле. Убили и в то же время никого не убивали. Я долго думал, как такое возможно. Вы решили отомстить насильникам вашей сестры. Приехали из Москвы, просили у отца машину. Его и сестру отправили к бабушке, обеспечив им железное алиби. А сами поехали на турбазу, где регулярно отдыхали. Вот эти двое узнаете? Вы познакомились с ними. У вас была четкая задача хорошенько их напоить. Вы знали, на что они способны, и знали, что они будут приставать к вам. А вот когда они попытались, вы прыгнули в воду, встали уплывать. Кто меня догонит? Кто будет первым? Они плыли и плыли, но они же не знали, что вы мастер спорта по плаванию. Они устали, а вы продолжали с ними играть, заманивая их, как русалка. А я уже начинаю раздеваться. На каком-то этапе они решили бросить эту затею. Но было поздно. Вода была холодная. Вам-то ничего, а вот для жертв это было самоубийство. Вы понимали, что алкоголь и сентябрьская вода сделают свое дело. Они утонули. Я видел их. Посиневшие трупы. Утонули. Сами. Но из-за вас. Вы понимаете, что совершили убийство? Если вы думаете, что мне теперь плохо спится, вы ошибаетесь, я сплю прекрасно. И сестра моя спит спокойнее, зная, что ее обидчики мертвы. И я ни на секунду не сожалею, что сделала это. У меня действительно не было улик. Но теперь есть ваше признание. Я ни на секунду не сожалею, что сделала это. Какая же вы тварь. Нет, тварями были те двое. А вот вас мне искренне жаль. До конца жизни вы останетесь один на один со своим поступком. Это ваше. Созналась? Нет. А что они тут делать теперь? Набухались, утонули, дело закрыто. Подождите, а что плачет-то? Бабы. Янусик, как я рада тебя видеть. Ну скажи, все получилось? Да, все получилось и очень вовремя. С настоящим письмом что делать? А ничего. Взять и выбросить. Ладно, я побегу, я ж на смене. Все, люблю, целую, спасибо. Помогите слепому деньгами на телеграмму. Надо родных известить. Спасибо, спасибо большое. Такое горе, такое горе. А ты кому телеграмму-то, Петь, собрался посылать, а? Дислокацию сменил, а методы старые остались. Слушай, имей совесть, Ленка. Ну, что тебе надо от меня? Ах ты гад! Отдай! Ну, ведьма! Как есть ведьма! Второй раз за неделю!